Thank you. Good evening. Thank you for coming. Добрый вечер. Благодарю вас за то, что вы пришли. The OBSE Special Monitoring Mission had been investing quite some resources in the past day to assist to recover some of the damage caused by the most recent fighting during the past week in the area between the Donetsk airport of Avdiivka and Ясиновата. В недавнее время специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вкладывала некоторые усилия в помощь для восстановления фильтровальной станции, которая была повреждена во время прошлой недели. And the OBSE Special Monitoring Mission, of course, has been documenting in quite some detail the increase in violence in that same area between the airport, Avdiivka, and Ясиновата. И в это же время специальная мониторинговая миссия документировала некоторое увеличение нарушений режима перемирия в районе аэропорта Авдеевки и Ясиноваты. The fighting has destroyed vital infrastructure. Бои повредили инфраструктуру, необходимую для обеспечения жизни населения. And has led to considerable civilian casualties, including fatalities on both sides of the contact line. И привела к значительным жертвам среди населения, включая погибших по обе стороны линии соприкосновения. The fighting has now subsided somewhat. В настоящий момент боевые действия несколько приостановились. In the past 24 hours, the OBSE Special Monitoring Mission has registered just above 1,300 ceasefire violations in the Donetsk region. За последние 24 часа специальная мониторинговая миссия зафиксировала около 13 тысяч нарушений перемирия в районе Донецка. The figure on the 31st of January or on the 1st of February stood at just about 10 or 11,000 violations on a single day. Однако 31 января и 1 февраля цифра нарушений достигала около 10 тысяч за один день. Also, the explosions are now less. Explosions are the result of the use of heavy weapons. Также количество взрывов упало, и взрывы являются последствием использования тяжелых вооружений. On 31st of January, we counted just about 6,000 explosions, so 6,000 times the usage of prescribed weapons. 31 января мы зафиксировали 6 тысяч взрывов, что означает 6 тысяч раз было использовано вооружение, которое не должно быть использовано. And in the last 24 hours, that number is down to 400. И за последние 24 часа эта цифра упала до 400. And this is, of course, the number that our monitors have directly observed or registered. Конечно же, эта цифра является той, которую наши мониторы лично зафиксировали или наблюдали. Now, some good news. Сейчас хорошие новости. The Special Monitoring Mission, together with the Joint Center for Control and Coordination and the so-called DPR and the Ukrainian Armed Forces, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, совместный центр по контролю и координации, вооруженные силы Украины и так называемая ДНР, has over the past 6 days managed to facilitate to restore electricity supply to the water filtration station in Donetsk and the town of Avdiivka. Смогли достичь, что за последние 6 дней снабжение электричеством было восстановлено на фильтровальную станцию и в город Авдеевка. You have probably seen a statement by Mr. Pushilin today that the SMM should prevent yet another flare-up. Я думаю, вы видели заявление господина Пушилина сегодня, где он говорил о том, что специальная мониторинговая миссия должна предотвратить еще один виток эскалации. Indeed, we have contributed to a de-escalation now over the past 6 days, and I have outlined to you the numbers that are relevant in this regard. И на самом деле мы вложили некоторые усилия в деэскалацию, и я продемонстрировала это на цифрах, которые мы фиксировали за эти дни. But what the SMM has managed to convince the so-called DPR and the Ukrainian Armed Forces is to deal with the symptoms of this flare-up.
Но специальная мониторинговая миссия также смогла убедить вооруженные силы Украины и так называемую ДНР в том, что необходимо бороться с симптомами этого витка. But the root causes of this flare-up have not been addressed in any way. Однако корень того, что произошла эта эскалация, корень этой проблемы, к сожалению, не был обработан в нужном русле. The heavy weapons are still within the security zone. Тяжелое вооружение все еще находится в зоне безопасности. The positions are far too close within the security zone. Военные позиции находятся слишком близко друг от друга в безопасной зоне. That means the ingredients for a renewed flare-up are already there as we speak. Что означает, что ингредиенты для нового витка эскалации находятся на месте. And we have been documenting these ingredients every day. И каждый день мы документируем наличие этих ингредиентов. It is known to you, it is known to everyone who reads our report. Это знаете вы, и это знает каждый, кто читает наши отчеты. It is up to those who have signed Minsk to make sure that these ingredients now are being removed. И те, кто подписал Минские соглашения, должны устранить эти ингредиенты. I will make reference to a decision by a statement by the Trilateral Contact Group and representatives of certain areas of Donetsk and Luhansk calling for a ceasefire made on the 1st of February. Сейчас я хочу сделать отсылку на заявление трехсторонней контактной группы и представителей отдельных районов Донецкой и Луганских областей Украины с призывом к прекращению огня, которое было сделано 1 февраля. So the people here in effective control and in effective control on the other side, as well as the Russian Federation, have stated the following just a few days ago. И люди, которые осуществляют контроль по эту сторону и по ту сторону, также Российская Федерация, заявили об этом несколько дней назад. These are the ones that should be able to make the decision to remove those ingredients. Это именно те, кто должен принять решение об устранении тех ингредиентов. They stated Они заявили, that there should be a strict adherence to a full and comprehensive ceasefire. Они заявили о том, что должно строго соблюдаться полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. And they have also stated, those that are in control here and on the other side, they have stated that as of yesterday, all heavy weapons should have been withdrawn into storage sites. Также они заявили, те, кто находится по эту и по ту сторону, что до вчерашнего дня тяжелое вооружение должно быть отведено. They have also stated that the SMM should have safe and secure access. Они также заявили, что специальная мониторинговая миссия должна иметь безопасный и надежный доступ. And also the people here in Donetsk in effective control and those in the government-controlled areas have also stated that it is important that the facilitation of humanitarian efforts aimed at restoring water, electricity and heating supplies should go ahead immediately. А также те, кто осуществляет контроль здесь и на стороне под контролем государства, обязались оказать содействие гуманитарным усилиям по восстановлению водоэлектроснабжению, а также отопления немедленно. Now, you heard now, and this is a public statement, you find it on the internet, that the people in control have stated that they will do these 4 things. И вы услышали это сейчас, также вы можете прочитать это в свободном доступе, что стороны, осуществляющие контроль по обе стороны линии разграничения, обязались выполнить эти 4 вещи. And I kindly refer you to our reports, and there you will see whether they have done what they have stated that they will do. И я прошу вас обратиться к нашим отчетам, чтобы увидеть, сделали ли они то, что обещали, и сделают ли они это. Once again, it is very important now that the root causes of the fighting that led to so much suffering are being removed. Еще раз я подчеркиваю, что причины, которые привели к такому количеству боестолкновений, должны быть устранены. The humanitarian agenda in this respect should take the front seat. Any political agenda
should come second. Гуманитарные вопросы в этом отношении должны занять первое место, а любые политические притязания второе. Thank you for your attention, and I'm available now for any questions you may have. Спасибо за ваше внимание, я готов ответить на ваши вопросы. Вопрос можно? Телеканал «Россия». Прокомментируйте, почему в отчетах нет информации о танках украинских в Авдеевке, хотя ваши представители 1 февраля находились рядом с этими танками, были зафиксированы съемочной группой OBSE, но информации до сих пор на сайте об этих танках нет. Сколько их и почему этой информации нет? Please comment why you didn't report about the tanks that were found in Avdiivka on 1st of February. Your team, your patrol was deployed there, and this was documented by BBC. However, in your report, there is no mention about this case. Also, can you tell how many tanks were there and give your comments about this? My colleagues will give you the reports that are public on our website. Мои коллеги предоставят отчеты, которые являются публичными на нашем веб-сайте. Where you find a high number of weapons that should not be in the security zone. Где вы увидите количество вооружения, которое не должно находиться в зоне безопасности. Including, and now listen carefully, tanks in Avdiivka. Включая, и сейчас слушайте внимательно, количество танков в Авдеевке. А когда будет предоставлен отчет? When this report will be available? It's already a long time out there. Он уже опубликован на веб-сайте. So you should consult our website. Поэтому вам следует обратиться к нашему сайту. And it's not only once that we have seen those tanks, we have seen them multiple times. And if you read our reports carefully, you would have noted this. И это не единичный случай, когда мы видели танки, мы видели их много раз. И если вы будете внимательно читать наши отчеты, вы найдете в них упоминание об этом. If you want objective information, если вы хотите объективную информацию, don't follow the speculations that are there traded out in the world of social media. Не стоит следовать спекулятивной информации, которая публикуется в социальных сетях. But read our reports because there you can find objective information. Однако я рекомендую читать наши отчеты, где вы можете найти объективную информацию. Можно спросить, за какое именно число опубликован отчет о танках? Потому что за 1, 2, 3 февраля в этих отчетах нет этой информации. Can you please tell the date when the report about these tanks was published? Because on the 1st, 2nd, and the 3rd of February, there is no mention about these tanks. I don't have this in front of me. My colleagues will give you the information shortly, but they have been made public, including through our social media site, where we have made reference to these tanks too. К сожалению, у меня перед собой нет открытого сайта, однако мои коллеги предоставят вам информацию в ближайшее время. И также я бы рекомендовала обратиться к нашей странице в социальных сетях, где опубликованы, в том числе и на эти танки. Or if you wait now, I'm asking my colleagues to look this up, so at the end of the meeting I'll be able to give you an answer when exactly it has been published. Если вы немного подождете, я попрошу моих коллег, и они найдут этот отчет, и к концу пресс-брифинга вы получите эти данные. Спасибо большое. Thank you. Первый канал. Вопрос о фильтровальной станции. По Минским соглашениям любые военные люди, любые военные сооружения должны быть находиться на расстоянии 1,5 километра от фильтровальной станции. Насколько сейчас близко находятся любые военные сооружения с обеих сторон? Как с украинской? According to Minsk agreement, any military constructions should be located in 1.5 kilometers away from the filtration station. Can you please comment how far are the constructions from the filtration station and the constructions of so-called DPR and Ukrainian armed forces? There is no Minsk provision that stipulates the condition that you have suggested here. В Минских соглашениях нет положения, которое бы оговаривало то, о чем вы сейчас говорите. Unless you show it to me. Однако, если вы мне покажете его, то... However, there are military positions on both sides of the water filtration station. Однако есть военные позиции по обе стороны от фильтровальной станции. And those that we have seen are also reflected in our reports. И те, которые мы видели, также указаны в наших отчетах. You will find all the details of our findings documented in our daily reports throughout the months when we have been observing them, and you may find
find there the answer to your questions directly. Все подробности отражены в наших ежедневных отчетах, которые мы делали на протяжении месяца, и вы можете получить ответ, проконсультировавшись с нашими отчетами. Вопрос Саханка и Коминтерна. За последнюю неделю там очень усилились боевые действия. Насколько там сейчас сложная гуманитарная ситуация? In Sahanka, in the region of Sahanka and Komentarnova, the activity, the military activity is increasing within the last days. Can you please comment on the humanitarian situation in this area? Yes, we have seen that the area to the north and northeast of Mariupol has become yet again a hotspot. Да, мы увидели, что области, находящиеся к северу, к северо-западу от Мариуполя, снова стали горячей точкой. And we have seen also there the use of heavy weapons, proscribed weapons on both sides. И также мы видели, что по обе стороны там используются вооружения, которые не должны использоваться. Including multiple launch rocket systems. Включая системы залпового огня. And this has also led, unfortunately, to injuries among the civilian population. И это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие. It has also led to some infrastructure being damaged and buildings such as schools being affected by the ongoing fighting. А также, к сожалению, инфраструктура была повреждена, и некоторые здания, такие как школы, также пострадали от ведения боевых действий. And as here, so is there, the ingredients, the reason why this is happening is the non-adherence to the basic provisions of Minsk. И как здесь, как по эту сторону, так и по ту сторону, причина этого является то, что ингредиенты находятся не в соответствии с минскими положениями.